Всем добрый день! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня хочу приготовить пшенично-ржаной хлеб. Очень простой в приготовлении хлеб, всегда удачный. Присоединяйтесь, приготовим вместе. Для приготовления потребуется 300 грамм обычной пшеничной муки, 120 грамм ржаной муки, и я дополняю еще 30 граммами гречневой муки для более такого красивого цвета, приятного орехового вкуса и аромата. Вы можете использовать 300 пшеничной и 150 ржаной, если у вас нет гречневой. 15 грамм живых дрожжей, если нет, используйте сухие, 5 грамм. 6 грамм чайная ложечка с небольшой горкой соли, 25 грамм меда, это 1 столовая ложка вот с небольшой горочкой, и чайная ложечка уксуса. Берите любой натуральный, яблочный, виноградный, какой у вас есть, 5-6%, максимум 9%. И 300 мл тепленькой воды, градусов 30-40. Используйте, кстати, уксус можно заменить лимонным соком, тогда его чуть-чуть побольше возьмите. Берем тепленькую воду, добавляем дрожжи, добавляем мед. Кстати, мед можете заменять мелассой, можете заменять, тогда ее берем 35 грамм, можете заменить сахаром. Сахара берем примерно такое же количество. Вливаем уксус, тщательно все перемешиваем венчиком либо лопаткой, чтобы полностью растворились дрожжи и мед, если он у вас такой засахаренный, как у меня. Оставлять стоять нет потребности никакой. А может возникнуть у вас вопрос, для чего добавляется уксус. Уксус в ржаные типы хлеба с добавлением ржаной муки часто добавляется в качестве дополнительного разрыхлителя, делает хлеб более пышным, воздушным и вкусным. Попробуйте. Перемешали, берем посуду, в которой будем делать замес, и просеиваем все виды муки. Пшеничную муку, ржаную и, как я уже сказала, я люблю добавить немножечко гречневой муки. Отруби вот эти вот не выбрасывайте, тщательно попытайтесь их просеять. Всыпьте соль, перемешайте все сухие компоненты и влейте дрожжевую болтушку. Рецепт очень четкий, выверенный, проверенный, поэтому обычно никакого добавления муки не требуется, особенно если вы будете делать замес в машине. То есть, если вы замешиваете автоматически, муки добавлять не потребуется. Если будете замешивать руками, как я, потребуется мука на подпыл при вымешивании теста. Потому что практически с любыми видами дрожжевого теста нужно работать, нужно их вымешивать. Очень редко, когда нет в этом потребности, очень редко. Поэтому перемешали все тщательно тесто в миске, оно вот такое вот подлипающее, это нормально. Сейчас мы начнем с ним работать, и оно будет изменять свою структуру, клейковина будет развиваться. Подсыпаем рабочую поверхность и переходим на рабочую поверхность. Выкладываем тесто. На подпыл примерно уходит около 20-30 граммов муки пшеничной, белой обычно еще. Я обычно люблю поотбивать, как вы видите, тесто. Тогда быстрее клейковина развивается и сокращается время вымешивания. И своим классическим любимым способом помогайте себе лопаткой, щепоточкой муки, растягиваем тесто, сворачиваем в рулет, переворачиваем его в обратную сторону и снова растягиваем тыльной стороной и ладони. Снова сворачиваем, переворачиваем и работаем таким вот образом. Не менее 5-7 минут. Потом формируем тесто в шар. Я это делаю при помощи лопатки. Подсыпала немножечко рабочую поверхность. Вот такое тесто должно остаться мягенькое, не забитое мукой. Посуду, где будет тесто растаиваться, смазываем капелькой растительного масла. Берем ком теста и выкладываем швом вверх. Переворачиваем. Таким образом тесто смазано, миска, бортики, все смазано. Можно еще сверху ладонь слегка смазать растительным маслом и немножечко еще тоже как бы прихлопнуть тесто, чтобы оно не сохло во время расстойки. Накрываем пленкой и отправляем в теплое место, оптимально 30-32 градуса, на расстойку на полчаса. Через полчаса делать будем так называемую процедуру stretch and fold, то есть растянуть, сложить. Тесто только начало подходить. Вот еще видно его структуру, что я не могу растянуть его в прямоугольник, и оно слегка рвется. Растягиваем его, все равно пытаемся, помогаем себе мукой либо растительным маслом и сворачиваем.
две стороны в центр и две другие. Получается такой рулет прямоугольный. И снова отправляем это тесто на расстойку, снова на 30 минут. Если вам лень делать, растянуть, сложить процедуру, можете обмять один раз тесто и оставить на час на расстойку, потом просто формовать булочку. Я делаю первые 30 минут прошли, я сделала растянуть, сложить, вернула в миску, оставила еще на 30 минут. Вот сейчас я делаю второй раз, уже видно, структура теста изменилась, тесто стало эластичное, податливое, не рвется, легко растягивается, если его потянуть за края. Снова подворачиваем края к центру и с другой стороны. Немножечко можно придавить, даже прихлопнуть, выдавив излишки пузырей. И вот такой вот рулет прямоугольный получается. Я слегка еще подсыплю его мукой, чтобы оно не подлипало. И отправляем еще раз на 30 минут. А в общей сложности тесто растаивается 1,5 часа. 30 минут прошло, сделали растянуть, сложить. 30 минут прошло, сделали растянуть, сложить. И еще на полчаса оставили. Потом уже можно либо еще раз сделать эту процедуру, но тогда уже время расстойки сократится значительно до 20, примерно 25 минут. Либо сразу формировать, как я. Вот у меня прошло ровно 1,5 часа. Я беру тесто, растягиваю его в прямоугольник и формирую булочку хлеба. Каждый поворот подбиваем тщательно и края немножечко тоже подворачиваем вовнутрь. И получается такой батончик. Помогайте себе мукой, если тесто где-то подлипает. Можно проработать шов, немножечко подщипать его, подкатайте, придайте ему более такую красивую форму. Булочки хлеба можно выпекать на листе, на поду так называемом. Можно выпекать в форме. Мне нравится больше в форме делать. Мне как-то удобнее потом нарезать его. Поэтому я беру форму размером 23 на 11 сантиметров. Она у меня уже была смазана. Подпылила ее слегка, буквально немножечко щепоткой муки. И выкладываю сформированный хлеб. Немножечко подбиваю ему тоже края, чтобы он равномерно подходил в форме. И прикрываю пленкой. Мне нравится прикрывать чистым пакетом. Тогда остается пространство. И пленка не подлипает к расстоявшемуся хлебу. Поэтому я беру чистый пакетик и просто вот так натягиваю на форму. У меня хлеб расстаивался ровно 40 минут. Я беру чистое лезвие, можно его одеть на шпажку, как я уже показывала не раз. Сделать такое домашнее приспособление для того, чтобы надрезать хлеб. И делаю несколько надрезов. Можно этого не делать, просто слегка смазать водой хлеб. Я буду выпекать с паром. Вот я уже приготовила пол-литра кипятка. Духовка к этому моменту должна быть разогрета на 240 градусов вместе с формой, которая стоит на дне духовки. Открываем быстренько духовку, ставим хлеб и выливаем пол-литра кипятка в эту тоже горячую форму. Быстро закрываем и выпекаем с паром 10 минут. Через 10 минут нужно обязательно убрать форму с водой, чтобы хлеб не отсыревал снизу. И даже можно включить вентилятор, на минутку проветрить духовку и допекать уже оставшиеся 30-35 минут без пара при температуре 190 градусов. То есть 10 минут с паром 240 градусов и 30-35 минут без пара 190 градусов. Вынимаем хлеб, вот такой хлеб получается. Проверяем по глухому стуку. Такой глухой стук должен быть, значит, хлеб готов. Дайте ему, конечно, отстояться, что самое сложное. У меня хлеб постоял всего лишь час. Извиняюсь за свет, уже просто поздний вечер. Сейчас покажу на следующее утро, возможно, будет лучше. Вот эта вот процедура Stretch and Fold помогает сделать хлеб, структуру, вернее, хлеба, вот именно хлебную. Имитирует хлеб, который делается на долговременной опаре, либо долговременно растаиваться тесто. А вот эта хитрость помогает сократить все это время. И посмотрите на структуру хлебушка. Хлеб такой мелкопористый, очень вкусный, без всякого запаха дрожжей.
очень ароматный, с приятным ореховым вкусом и ароматом. Вот уже хлеб на следующее утро, такой маленький кусочек остался, но удалось все-таки нарезать и показать его структуру отстоявшегося хлеба. Корочка также сохраняется хрустящей. Всем вкусного хлеба, удачи, поддержите пальцем вверх. Если не трудно, оставьте комментарий. Увидимся в следующем видео. Всем пока. С вами была я, Олеся.